Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня предлагаю поискать клад вот в этой большой коробке. Разбор тех коллекций, которые у меня есть. Для себя тоже много открытий в процессе этом я делаю. Так что надеюсь, что здесь что-то интересное найду. Просто складываю украшения, а потом все-таки никак нет времени их разобрать. Я решила разобрать вместе с вами. Надеюсь, что вы интересное тоже для себя сегодня увидите, так же, как и я. Коробка пыльная, нужно ее тоже саму в порядок привести. Уже забыла, как она открывается. Вот так. Отодвигается классная красная бархатная подкладочка у этой коробки, броши и куча. В общем, давайте сегодня это все разберем. Так, саму коробку в открытом виде ставлю подальше, чтобы было удобно брать. Кстати, это шкатулки из прошлого видео с розовой коллекцией. Кто не смотрел, посмотрите. Классные украшения, тематические розовые. Так, ну а сегодняшняя тема: листья, броши, листья, перья, листья. В общем, все, что с этой темой связано. Начать хочу вот с таких двух украшений. Первое украшение — это украшение от Мане. Думаю, что все любители украшений знаете именно вот эту запатентованную этой компанией именно застежку. По кругу есть маркировка. Она открывается как вот крабик в разные стороны. Иногда вот так открывается. И это листья, тоже по теме листья, но мне это напоминает кленовые вот эти вот семена. Как их называется? Вертушки называли их. Мне кажется, вот это что-то с этим связано. И они очень такие оригинальные, интересные. Какие-то из них глянцевые. Тоже нужно почистить это украшение. И какие-то матовые. В общем, просто великолепно выглядят. Просто изумительно. Невероятно. Люблю это украшение. Причем оно выглядит очень современно. Ношу и в каких-то из современных нарядах, аутфитах. Оно, ну, классно, необычно смотрится такое украшение. Но и все, что не относится тоже к брошам. Сейчас покажу вот такой браслет. Браслет не маркированный, но очень такого красивого оттенка металла. Мне кажется, что это что-то тоже такое достойное. Но здесь я думаю, что это не столько листья, сколько перышки. Но тоже вот этот браслет люблю, ношу часто. Вот так вот классно на руке смотрится. Так, и что касается еще браслета, вот такой браслет с перьями недавно совсем нашла. И так, где моя лупа? Очень красивая эмаль, и такая она как тонирование, то есть не просто одним ровным слоем нанесена, а именно протонирована. Здесь, по-моему, нет маркировки, но браслет такой прям классный тоже. На узкое запястье, кстати. Вот очень много винтажных браслетов именно на узкое запястье. Мне он хорошо. Так, сейчас, минутку, я его разверну. Вот так. На узкое запястье хорошо. Так, у меня, конечно, тут ассистент есть. Сережа ушел. Свято место пусто не бывает, да? Ну-ка, посмотри, глаза честные свои покажи. Стикерс. Ой, ты мой золотой мальчик. Ну, покажите свои честные глаза. Любят они это место, любят смотреть, как я делаю видео, снимаю, любят участвовать. Но Стикерс, во всяком случае, смотрит молча. Сережа голос подает. Открывается это от Avon. Можно как ароматизатор, как для духов на войлочной такой салфеточке сюда капнуть. И, в общем-то, тоже классная вещица. Следующий лист. Просто шикарная брошь. Так, а ты решил что-то скинуть. Он скинул. Что-то ему там мешало. Стикерсу что-то мешало на столе. Вот такая чудная брошь. Старая, без маркировки. Она тяжелая, объемная. Такой лист объемный. Не плоский. И жемчужины в отличном состоянии. Тоже, думаю, в этой коробке пусть и продолжает жить. Следующий
листья вот такие. Думаю, как это осенние листья. Тоже я вам эту брошь показывала. Она собрана из 3 листьев. Тоже такая крупная. Вполне себе. Может быть. Следующий лист вот с такими проволочками. Тоже я его, лист этот, находила в каком-то ломе. Здесь вот вижу, что чего-то не хватает. Только сейчас, кстати, это заметила. Здесь вот чего-то не хватает. Вероятно, что-то еще, какой-то лист, элемент какой-то был. И здесь вот такие, как проволочки тонкие. Такая тоже брошечка. Следующие листья вот такие. Мне почему-то это напоминает что-то дубовое. Дубовые листья или как бы типа что-то желуди. Тоже в интересной технике брошь выполнена. Тоже про нее я вам рассказывала. Это Copper Bell. Вот так вот выглядит. Обратная сторона, и она такая, как медная, ну, крупная тоже брошь, и в зависимости от оттенка ткани, поверхности, которая будет держать эту брошь, и, соответственно, фон будет меняться, тоже такой трюк мне очень нравится в брошах. Так что брошей много, на самом деле, видите, целая коробка, так что будем разбирать. Вот такой лист, брошь, и это тоже старенькая брошь. Как-то я показывала, когда ее нашла, эту брошь, и как это, гальваническое покрытие. В общем, натуральный листок опускается в состав и приобретает вот форму именно с таким покрытием. Но у него даже и цвет такой натуральный. Здесь нет не запыление это, а именно вот так вот как бы покрытие легло, что как будто натуральный лист лежит на земле. Такая прям очень интересная тоже вещь, необычная во всяком случае. Так, следующий лист вот такой, кленовый лист. Интересен тем, что здесь не эмаль, а именно как обжиг, да, то есть вот, видите, само броширование и по мере, скажем, продвижения, усиления именно самого этого цвета за счет такого обжига. Тоже такой лист. Буду ускоряться, потому что брошей много на самом деле. Хочется вам все их показать. Вот такой завиток, лист или брошь. Тоже здесь, по-моему, нет маркировки. Обратная сторона броширования. Интересно, так выполнено. Такой вот тоже завиточек. Люблю я, когда есть вот именно элемент того, что просвечиваться будет ткань, и фон будет разный в зависимости от этого. Так, следующие. Вот такие клипсы. Клипсы, по-моему, без маркировки. Но вы знаете, вот именно форма, да, и вот этот вот элемент сейчас мне напомнил, когда вот сразу какие-то украшения рассматриваешь, и сразу какие-то ассоциации возникают. Мне почему-то вот с этой брошью они напомнили, хотя и цвет металла отличается, собственно говоря, и форма листьев вроде бы не та, но все равно что-то вот общее вот за счет вот этого шарика, причем одного размера, что-то общее в них есть. В общем, такая тема, такие клипсы. Интересно, вот так их носить нужно. А мы идем дальше. Следующий завиток. Ну, я думаю, что это даже не лист, а именно какой-то вот завиток. Веточка. Думаю, сюда она зря попала. Думаю, что нужно переместить в другую, так сказать, компанию. Так, следующая брошь это вот такая брошь. Тоже старенькая. Плечики, застежки. Обратная сторона красивая. Очень. И брошь сборная, то есть есть здесь спайка нескольких элементов. Вот эти вот шарики припаянные и лист припаянный. И вот опять возвращаясь, да, к прошлым серьгам, но нет, по оттенку металла все-таки отличаются, хотя тематически вполне себе может быть. Но здесь оттенок металла и само качество работы немножко другое. Она такая прям тонкая, нежная, изящная. Здесь все-таки что-то такое более монументальное за счет вот этого ободка. Что-то вот такое более
интересная. Так, здесь следующая брошь. Ну да, листья есть, но это веточка из... как это? Думала, чего-то не хватает. Нет, все на месте. Филигрань такая тонкая, красивая. И маркировки, по-моему, нет. Ну, похоже очень на позолоченную, кстати. И вот такая длинная иголочка. Думаю, что это брошь старенькая. Вполне возможно, есть где-то маркировка. Дорогие зрители, если вы видите, пожалуйста, дайте знать, напишите. Часто так бывает, что через камеру видно все лучше. Более все, и недостатки все видны более четко, и все достоинства тоже более заметными становятся. Так, следующую брошь, ну это точно брошь веточка, лист показывала. Нашла в прошлое воскресенье большую коробку. Кто не посмотрел видео, посмотрите, какие украшения в этой коробке находились. Вот одна из таких чудных брошей, это именно из той коробки, галиотис. Прекрасная, в прекрасном состоянии. Я ее помыла. Показывала в процессе поиска, когда только их нашла, эти украшения, они, конечно, грязные были и не так выглядели. Вот уже привела в хорошее состояние, просто достаточно было помыть, и брошь совсем по-другому заиграла. Так, а мы идем дальше. Следующая брошь. Вот такая крупная, красивая эмаль. Здесь, по-моему, нет маркировки на этой броши. Сейчас, минуточку, уточню. Да, маркировки не вижу. Но очень красивая сама брошь. И расположение ее вот такое. Мне напоминает это как березовые листья почему-то. Ну и очень красивая эмаль. Переход от зеленого к такому более светло-зеленому. И она такая объемная, крупная. Ну, такая достойная вполне брошь. Такая она. Не плоская, красивая брошечка. Так, следующее. Тоже лист или цветок. Что это? Тоже, думаю, эта брошь попала сюда совсем не в ту компанию. И эта брошь тоже старенькая, подвижная. Вот это вот застежка. И все жемчужины в отличном состоянии. Думаю, тоже, что она не из этой компании, идет в другую компанию. Так, следующее. Тоже это недавняя моя находка. Отличная брошь, старенькая. Тоже я ее помыла, привела в порядок. И, как говорится, она приобрела совсем другой вид. Красивая, тяжелая. Такая тоже объемная брошечка. Изящная очень брошь. Пусть тут и живет. Так, следующее, что это? Это вот такие листья. Тоже брошь крупная. И большая игла толстая. Думаю, что эта брошь тоже винтажная. Но вот все броши практически, которые я вам показываю, они все винтажные. Винтажный возраст это как минимум 30 лет. Эти броши относятся... Вот интервал очень большой, кстати. Где-то с 50-х до 80-х годов вот эти все броши возраст имеют. Думаю, более молодых брошей здесь нет. Могу ошибаться, конечно, можете меня поправить. Так, следующая вот такая брошь, лист, цветок, непонятно что, нет маркировки. Думаю, что это все-таки цветок с листиком. Да, я думаю, есть вот такая все-таки, как веточка, все-таки это лист. Так, ее правильное расположение, это вот такое. Тоже такая тяжелая, незамеченной не останется эта брошечка. Кристаллы очень красивые, сверкают, переливаются. И она такая собранная, то есть не сплошной, и объемная, такая интересная брошь. Пусть живет здесь своей жизнью. Вот это великолепная брошь. То ли это шляпная, то ли брошь на пальто. Она такая тяжелая. Ну, прям как слиток золота мне вот это напоминает. Она с толстой иглой, не маркирована. Удивительно, что она не маркирована. Потому что она такая толстая, она прям качественная, добротная. Брошь, перо, лист, я не знаю, напишите. Вот сейчас я это вижу как перо все-таки, да? Ну, думаю, что тема перо и листья, это, как говорится,
такая тонкая грань. Вообще, главное, что вот направление и материал. Я считаю, что я правильно делаю, что храню перья и листья. Перья и листья, это, как говорится, в одной компании. Так, следующие тоже вот такие листья серьги. И здесь есть маркировка. Это трифари. Или трифари, как хотите называйте. Как говорится, ой, взяла совсем другую, да? А где у меня вторая? Да, есть и вторая. Вот такая чудная парочка. И под эти, по-моему, серьги можно подобрать практически любую, да, брошь из тех, которые я вам показала. И здесь у меня еще есть много чего вам показать. Ну, тоже очень красивая форма, такая изящная. Вот так, по направлению вверх нужно их носить на разные ушки. В общем, такая тоже вещица классная. Те серьги, которые попались следом, это вот такие серьги. И они тоже маркированные. И это тоже трифари. И это тоже вот такие. Так, вот так их. Тоже на разные ушки. Красивая маркировка. И они, да, чем-то они похожи. Я вот пыталась, кстати, собирать коллекции по маркам, да, то есть по брендам, по маркировкам. В общем, ни один из вариантов мне как бы не очень зашел. Я, в общем, по форме начала их собирать. Думаю, что как бы вот так. А уже бренд, маркировку уже по ходу дела можно разобрать в дальнейшем. Так, еще один лист тоже показывала совсем недавно. Сейчас вот такой вот лист. Не буду на нем долго останавливаться. Это USA написано. Американская косметика. Ой, косметика, американская компания. В общем, американская бижутерия, хотела сказать. Так, следующие листья вот такие. Буду немножко ускоряться, потому что видео получается длинноватым. И здесь кора с такой с лошадкой, по-моему, видите, маркировка. Это компания существовала до 1992 года, то есть это уже говорит о том, что бижутерия от Кора уже винтажная, антикварные некоторые украшения возраст имеют, потому что компания начала свое производство украшений с 1903 года, и вот, соответственно, начиная с 1903 года, кончая 1992 годом, вот такой большой, так сказать, промежуток времени. Вот такая гроздь листьев. Тоже здесь нет маркировки. Такая интересная гроздь. Как ивы, да? Плакучая ива, листья свисают над водой. Что-то вот такое мне напоминает. Как вы считаете, согласны со мной? Нет? Напишите. Так, следующее тоже как листья, но тут с жемчугом, вернее. Думаю, что, наверное, вот те украшения, которые я вам до этого показывала, тоже с жемчугом, листья, там их нужно как-то отдельно, что ли, определить. Именно листья с жемчугом, что-то вот такое. Ну, не знаю, мне кажется, сюда они как-то не вписываются, вот те украшения, которые я вам с жемчужинами показывала. Так, ускоряюсь, мои дорогие. Следующий тоже это брошь, эмаль, очень красивая ручная эмаль. И это тоже перо, лист, непонятно. Старая брошь. Здесь вот видите, все подвижно. Вижу, что здесь была и спайка ручная. Думаю, что отламывалась все-таки вот эта вот деталь. Ее как-то припаяли. Но брошь очень красивая, тоже такая эффектная и крупная, вполне себе крупная брошь. Так, осталось совсем немного, мои дорогие друзья. И есть шедевр сегодняшнего показа. Так что смотрим дальше. Следующий лист или брошь непонятно. Так, минутку. Здесь есть маркировка. И это... Навсели, Мамсели, что-то вот такое. Кто-то, если знает про эту компанию, напишите. Брошь старенькая. Эмаль, такое впечатление, что она потерта, но она так потерта в таких нужных местах, что, в общем, как будто бы так и было задумано. Именно вот так, типа состаренность такая изящная.
Так, следующая мелкая брошечка тоже, это, думаю, тоже перо. И здесь вот такое прям тоже изящное. В общем, перья, листья у меня. Так, здесь все. И шедевр сегодняшнего показа. Вот такой лист. Это прям гроздь с ягодами. И это Сара Кавентри, по-моему, да? Видела я много таких украшений, именно вот таких, этих брошей видела в оригинальном виде. То есть все вот такие ягоды, вот здесь тоже должна быть такая же ягода, но мне она досталась с потерей. Сложно найти именно что-то прям идеально подходящее. Сейчас вот я, разбирая большой ящик, коробку, нашла огромное количество бусин. И постараюсь, попробую там поискать. По форме тоже что-то я похожее видела. Попробую заменить на более подходящее. Но на тот момент вот я ничего более подходящего не нашла. Так что как-то вот так вот. Шедевр такой, но требует немножко корректировки. Мои дорогие друзья, ящик опустел. А, нет, еще что-то тут осталось. Малютку забыла. Да, вот, еще одна брошечка, малюточка напоследок. Это уже точно листья. И точно это маркированное украшение. И это... Так, минутку. Вижу Amway, мои дорогие. Вот такая. Amway компания, это по производству посуды, что-то такое. Но, как правило, известные компании, они всегда в подарок своим клиентам делали вот такие мелкие сюрпризики. Ну вот с сюрпризиком этим сегодняшний ролик и закончу. Напишите свои впечатления, напишите, что понравилось из сегодняшнего показа, как правильно вы считаете сортировать украшения по тематикам, по маркировкам. В общем, любое ваше пожелание, подсказка, возможно, мне поможет. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.